Только что я вышел из греческой части Никосии, где кофе стоит 3 евро. Перешел на турецкую сторону, Да. и тот же кофе в турецком кафе стоит в 2 раза дешевле. Это тот же город, та же улица, те же дома, но совсем другой мир. Это Северный Кипр, страна за колючей проволокой. Хотел на пограничном пункте турецком снять комментарий по поводу прохождения. Он заметил, говорит, удаляй, хотя я втихаря, как бы так снизу себя снимал. Вот. Ну все, ребят, я на турецкой стороне. Пойдем в Турцию, точнее на временно оккупированную территорию Республики Кипр. Территория оккупирована Турцией в 1974 году, когда мне было несколько месяцев. Интересно получается, кому как-то интересно. Для меня интересно. То есть этот конфликт был тогда, когда я родился, и продолжается ровно столько, сколько мне лет. Но вот здесь совсем другая атмосфера. Если Никосия, греческая, кипрская, она была прям такая европейская, да, то здесь Турция. Реально попадаешь в Турцию. Кстати, здесь и валюта турецкая, но, говорят, можно расплатиться и евро, и картой банковской. Банковские транзакции проводятся через турецкие банки. Посмотрим. Короче, сейчас зашел в купить донор, заплатил на турецкой стороне, дал 10 евро, а стоимость 7 евро, получил сдачу в лирах. Необычно. Пока ощущения, не совсем те, что я ожидал от этой территории. Вот. Как будто попадаешь на базар турецкий, где-то в Стамбуле. Да, и когда-то это была одна страна. Вот можно было по улице Ледрос идти, то есть здесь она тоже Ледрос. Вот оттуда мы шли с греческой, киприотской стороны, и здесь она продолжалась. Смотрите, какая пчелка здесь продает. Я даже не знаю, что он продает. Какие-то корешки какие-то продает. Турецкий рынок – это место, где вы можете купить любой бренд за доступные деньги. Продается все, вся паль здесь. Но мне кажется, турки не были бы турками, если бы не сделали базар прямо на границе, чтобы туристы и те киприоты, которые все же переходят этот кордон, могли здесь купить вещи дешевле, чем они продаются на территории, контролируемой правительством Кипра. Да, вот видите, дом на первом этаже торгуют, а вверху заброшенные квартиры. Как вы видите, вообще здесь настроение какого-то базара, да? Вот восточного базара. Нет понимания, что это территория, которая оккупирована. Уже люди настолько привыкли за эти 52 года, что здесь, это их земля, на которой они живут. Да, какая там, условно, Турецкая республика Северного Кипра. Окей. И что то, что она не признана никем, кроме Турции, я думаю, их не смущает. Люди живут свою жизнь. Хотя, я думаю, если открыли в 2019 году переходы, то 2019 года здесь было тоскливо, конечно. Потому что нельзя было перемещаться между линией разграничения. А сейчас торговля цветет и вкусно пахнет из кафе. Рынок, на котором мы сейчас с вами были, он называется Банда Буйла. Банда Буйла, а рядом с рынком напротив находится мечеть, но эта мечеть, она возникла на месте католического храма, католического собора. Видите, вот эти краеугольные башенки, спиленные как будто, а шпили, с которых призывают на молитву муэдзин, они построены отдельно были. Обувь снята. Знаете, вот ощущение, что очень много воздуха, да, это вот пространство, большое пространство и очень много воздуха. Странно, что для меня странно, может, я не особо осеку в этом, но сюда пускают и мужчин, и женщин, хотя сколько я встречал мечетей, вход был только для мужчин разрешен. Ребят, мусульмане, если вы знаете, или не мусульмане, если знаете, как различается, куда пускают женщин, куда не пускают, напишите в комментарии, будет интересно знать. Конечно, наверное, не грешно так думать, но я переживаю за обувь, чтобы ее там кто-то не одел и не ушел. Не хочется в носках
до рынка идти, чтобы там купить себе новую обувь. Хочется все же в своих кроссовках гулять. Поэтому выхожу и изучаем Никосию Северного Кипра дальше. Кроссовки на месте. Вышел с мечети, находился. Я вчера 22 тысячи шагов или 23 прошел, позавчера 23. Сегодня уже 1010. Ноги гудят, но здесь так интересно. Продолжаю изучать турецкую часть Никосии. Буду назвать ее так, чтобы не ломать язык слишком долгим формулированием про оккупированные территории. Здесь хорошо, вот в тенечке супер, потому что солнышко припекает, в кофточке и футболочке уже жарко. Но так как я вышел рано утром, что есть, то есть. Зашел к воду в магазин, цена 30 турецких лир, либо 58 евроцентов, 0,5. Одна пара 500 турецких лир, сколько интересно в евро, ну короче копейки. Вот такие тут брендовые магазины, все адидасы оригинальные. Я вышел на одну из центральных улиц северной части Никосии, потому что тут движ автомобильный такой серьезный. Я открываю Никосию, северную часть Никосии, так же, как и вы открываете себе вот в моем видео. Вот офис турецких авиалиний. Да, тут турецкие компании представлены в полном объеме, и операторы сотовой связи, и банки, и авиакомпании. Кстати, на северной части Кипра есть аэропорт. Да, недалеко от Никосии, куда летают только в Турцию. И очень важно, это я вот прям хочу вам сказать, что въезд на территорию, легальный въезд на территорию Северного Кипра возможен только с территории Южного Кипра. Если вы въедете на территорию Северного Кипра со стороны Турции, то вас не пустят потом в Южный Кипр. Только въезжая с официальной признанной территории сюда, вы можете отсюда выехать или выйти обратно на территорию Южного Кипра. Вот только так. Друзья, перед нами Палаццо Колониале Британик. Дворец был построен во времена правления Великобритании, когда Кипр был колонией Великобритании, получается, начало 20 века. После Первой мировой войны, напомню, Британия правила на Кипре до 1960 года. Все эти пустующие дома, это, конечно же, чьи-то поломанные судьбы, потому что они просто так и не пустуют. Когда-то же были у них хозяева и люди, которые у них жили, а сейчас только ветер гуляет по комнатам. Все же ветер-то гуляет, но мне не дает покоя. Почему там никто не живет? Может быть, Северный Кипр, точнее, северная часть Никосии настолько не популярна у турок. Ну, то есть, почему они сюда не едут? Почему здесь не заселяются эти квартиры, дома? Вот такие номерные знаки на Северном Кипре. И на машине с номерами Северного Кипра сейчас можно переехать через пункт пропуска на территорию Южного Кипра и вернуться обратно. Равно также можно на кипрских номерах пересечь зеленую линию и переехать на территорию Северного Кипра. С этим все нормально. И на территории Северного Кипра, как и на территории Южного Кипра, то есть на всем острове левостороннее движение. Хотя я думал, что все же здесь будет правостороннее движение, как в Турции. Но нет, традиции колониальные британские, они сохраняются, точнее, правила дорожного движения. Что касается безопасности. Вот безопасность на территории на северной части Никосии ровно такая же, как, наверное, в Турции. Мне кажется, даже еще безопасней. То есть с преступностью здесь лучше, чем в Турции. Мне так кажется, потому что это остров. Потому что с острова в случае какого-либо правонарушения сложно скрыться. Хотя говорят,
что власти Северного Кипра не выдают людей по запросам международных, там Интерпол и прочих других стран. Не знаю, насколько это правда сейчас или нет. Пока я шел с вами разговаривал, я дошел до тупика. Видите? Все. Раньше тут была улица, а сейчас там уже Южная Никосия, контролируемая официальными властями. Жутко на самом деле говорить официальные власти, значит есть неофициальные власти. И ситуация, которая привела к этому, она просто катастрофическая. Да, это район промышленный получается, да. Вот, опять же, да, как пример. Вот здание, получается, вход с этой стороны, а выход уже на территорию Южной Никосии. В каком-то фильме находишься. И вот получается, предположим, вот ты сюда залез, и вон там выход уже в другую страну. Интересно, зачем на крыше столько шин и бочек? Как будто наблюдательный пункт какой-то. Видите? Друзья, зашел я в какой-то район, все же непонятный, стрёмненький. Большинство домов разрушенные, остальные в таком не особо потребном состоянии. Это вот именно приграничная промышленная зона, да, где здесь мастерские все. Я вот кружу, кручусь, верчусь, как говорится, да. Ощущение очень странное. Вот идешь, и вон там тупик. Но это на самом деле тупик искусственный, да, потому что раньше здесь была улица, раньше здесь люди жили, ходили. И там Никосия Кипрская. А здесь Никосия турецкая. Ну и прям вот смотрите, вот я не знаю, видно вам, нет? Вот провода, все. Ну, вот как у турков, да? Так себе. Ну, на добром слове. Если на южной стороне Никосии все прям по-европейски круто сделано, ну, соблюдением всех стандартов, то здесь так себе. Лишь бы было. Блин, короче, я пришел в какой-то тупик. Видимо. Заблудился. А что интересно, использую Google карты, и Google карты прокладывают пешеходный маршрут, не учитывая наличие вот этой зеленой линии границы. Он показывает маршрут, допустим, на территории турецкой через территорию кипрскую. Как-то так. Я забрался в Араб-Ахмед район. Вот он красивый на самом деле район. Я хотел сюда попасть, но как бы не планировал, что через все вот эти вот лабиринты и прочее я зайду. Смотрите, интересно, как по беле надо какой-то определенной линии, а дальше ни штукатурят и не белят. Вот, ребят, знаете, куда я, собственно, пришел? Этот красивый домик. Мне очень нравятся такие дома бело-голубой. Знаете, куда я пришел? Я пришел до католического собора, только с территории северной части. Помните, я подходил, вот тот собор, а мы сейчас с вами с противоположной стороны, якобы на территории другой страны. Вот видите, тут даже как интересно. Видите, один балкон на территории Южной Никосии, а вот это вся остальная часть домов на территории Северного Кипра. Да. Капец. Как вам прогулка по
Никосии нравится, лайк поставьте этому видео. Пусть и YouTube будет рекомендовать другим, и еще больше людей увидят мою прогулку и узнают о таком, на самом деле, феноменальном городе со знаком минус, как Никосия. Встретил пчелу. Пчела перемещается из приграничной, точнее возле КПП он стоял, сейчас возвращается, видимо, домой. Я сижу, свесив ноги на Венецианской стене. И помните, а если не помните, я вам покажу, парк Захи-Хадид, рядом с автовокзалом. Вот как он выглядит, я вам сейчас покажу. И он тоже рядом с Венецианской стеной. А сейчас я вам покажу Венецианскую стену, то, что находится рядом с Венецианской стеной на турецкой стороне. Вот как-то так. Разницу видите, да? Вот так, гуляя без плана по Северной Никосии, догулялся до резиденции так называемого президента Турецкой Республики Северный Кипр. Я не знаю, можно ли сюда заходить и снимать, но я попробую. Скажут нет, значит нет. Вот такая резиденция у него. Помните, я вам про эти домики говорил, что это социальное жилье? Ну, как-то вот сюда их примостили, точнее, они здесь остались. И теперь служат, видимо, с каким-то подсобными помещениями. А вот, собственно, основное здание президентской резиденции. Мне кажется, это было раньше какой-то особняк британца во время, тогда как колонии был Кипр у Великобритании. Короче, здесь жил какой-то британец. Вот так себе резиденция. Какая страна, такая резиденция. Маленькая. Увидел вывеску Телсим, и сразу у меня вопрос возник в голове. Тут же, получается, работают турецкие операторы связи, Туркцell, Телсим, наверное, еще кто-то. И в части города на турецкой стороне работают и кипрские операторы связи. Обычно, чтобы не было конфликтов частот, на которых они работают, есть договоренность, что сигнал заканчивается, условно говоря, мощность передатчика на границе устанавливается такая, чтобы он там не сильно добивал за пределы, условно, страны, да, не мешает, чтобы другим операторам. А здесь они достаточно глубоко, кипрские операторы достаточно глубоко работают на северной части Никосии. Так вот, и вопрос интересно, есть ли какая-то официальная коммуникация между операторами связи, учитывая то, что это оккупированная территория? Турция оккупировала территорию или нет? Как этот вопрос решается? Это тот самый район социального жилья, который был построен в начале прошлого века и давал на Кипре, строили такое жилье, и один из таких районов был построен здесь, в Никосии. И дома раздавались либо в аренду на 10 лет, либо бесплатно, но без права продажи или наследования. Это такая была социальная программа на Кипре. А сейчас такое прикольное место, где можно сделать красивые фоточки, либо снять видео. Что мне нравится, смотрите, вот на улице выставлены цветы. Наверное, кто что хочет, тот и выставляет. Получаются такие ряды из цветов. А на фоне бело-голубых домов очень красиво это все смотрится. Сейчас бы зайти кому-нибудь в гости, но я по-турецки не разговариваю. Как-то было бы странно вломиться до людей. Чуваку с камерой.
Рядом с этими домами, видимо, очень популярный ресторан. Что много людей, видимо, какой-то офис, может быть, здесь, потому что в костюмах, может быть, праздник какой-то сегодня, и не в костюмах, не знаю, но я думаю, сяду, покушаю, вот знаем, что чем кормят. Так, рейсик называется «Искемлечи». Заказал митболы и суп, как турецкий. Короче, кое-как на английском, мой английский вы знаете какой, а на моем типа английском и на английском официанта мы договорились, что он мне принесет суп и митболы с чаем. Посмотрим, что в итоге придет. Короче, принесли мне суп. Это какой-то суп-пюре. Я не знаю, сейчас попробую. Также принесли вот какие-то 2 приправы. Еще лимон с этими с оливками. Ну и чай, понятно, чай. Сейчас попробую суп, что это такое. И жду еще митболы. Посмотрим, что за еда такая. Я просто смотрю в сторону, там название «Искемлечи». «Искемлечи» ресторан. Посмотрим, как они кормят. Точнее, попробую, как они кормят. И вкусно ли они кормят. Что-то прям устал заговариваться стал. Что, друзья, начнем с супчика. Голодный, как волк. Что-то непонятное. Какой-то кислый суп, но вкусный. Принесли мясо. Мясо с каким-то рисом. Я спросил, а что вот это такое? Он говорит, это мазать на хлеб. Короче, я говорю, это супом? Нет, говорит, это надо мазать на хлеб. Офигеть. Ну вот век живи, век учись. Я не знаю, я наемся теперь еще на сутки вперед с таким объемом блюд. А теперь самое интересное, цена. Я сам, честно говоря, с нетерпением ждал, когда мне принесут чек. И в итоге 20 евро. 20 евро. Я не ожидал, что будет столько, но это недорого. Суп. Второе, ну прям огромные порции. Поэтому будете на северном, тут в Никосии, на территории Северного Кипра, заходите в рейсик «Искемлечи». Я адрес оставлю в описании к этому видео. Видите, колючая проволока и вышки наблюдательные Организации Объединенных Наций. Раньше там были военные, якобы миротворцы, ну не якобы миротворцы, и они наблюдали за ситуацией. Сейчас все стоит, везде стоят камеры, наблюдают камеры. Вот я на стороне контролируемой Турции, и там буквально пару сотен метров и Кипр, который контролируется официальным правительством Кипра. Везде объявления, на которых написано, что запрещено пользоваться телефоном, фотоаппаратом, интернетом, телефон, да, но уже никто не обращает на внимание, потому что нет такой напряженности между двумя, не говорю странами, да, между двумя территориями, между людьми. Они спокойно перемещаются между, пересекая зеленую линию. Вот поэтому все эти предупреждения, все эти страсти остались, я надеюсь, остались в прошлом. И запреты на фото-видеосъемку, они уже не работают. Смотрите, какой шикарный, не стадион, а футбольное поле шикарное. Да? И вот это получается нейтральная полоса. Вон колючая проволока, там уже территория официально контролируемая правительством Кипра. Вот иду вдоль границы. Честно говоря, в голове не укладывается, как такое может быть. Ну как не в 21 веке, хотел сказать. Такое еще страшнее может быть и происходит сейчас в 21 веке. Но все равно, это как Берлинская стена. Вот идешь вдоль стены, которая разделила некогда единую территорию Кипра на 2 части. Вон там, видите, за забором. Там уже другая страна считается. Турки, вот здесь турки считают, что у них своя страна отдельная, кроме Турции никем не признанная, но тем не менее. Да, и вот это вот граница между 2 странами. Кафе находится. Видите, кафе стоит на границе, да? Удивительно просто. Все, вон там, вот.
Там дорога, которая ведет на КПП для перехода между двумя территориями. Да, вот там вот Кипр. Республика Кипр. В голове не укладывается, честно скажу. Как-то вот так. Капец, конечно. Ну вот люди гуляют. Да, вот на турецком языке они разговаривают. Получается, они граждане Турецкой Республики. Вполне возможно, имеют паспорта и Республики Кипр. Вот тоже молодежь гуляет. А Республика Кипр вон там, за забором. Да, я вот молчу, ничего не говорю, ну потому что у меня вот это все не укладывается в голове. Вот колючая проволока, чтобы никто не перешел с одной стороны на другую, да, только через официальные пункты пропуска. Ну, по сути, государственная граница, линия разграничения, да. Иду я, никого не трогаю, и тут появляется сотрудник, ну, видимо, турецких каких-то служб, и не знаю, то ли мне начал свистеть, то ли кому-то другому, потому что там люди тоже за мной шли. Ну, типа сфотографировать нельзя. Ну, как бы свисток, что-то там еще прокричал по-турецки. Вот опять свистит. Видимо, нужно ему показать активность. Смотрите, какие красивые облака на фоне гор. Вот облакам все равно, какие страны, какие территории, кто кого или кто что контролирует. Они перемещаются везде. Знаете, у меня один раз была такая ситуация, я стоял на границе между Россией и Украиной в Харьковской, в Белгородской области. И долго стояли, а птицы летали спокойно, туда-сюда. Я думаю, блин, эти границы зачем-то придуманы. Я-то сейчас понимаю, зачем они придуманы. Но тогда хотелось быть птицей. Кстати, живя в Европе, это чувство отсутствия границ, оно присутствует. Привыкаешь к тому, что ты можешь ездить без границ. И тогда понимаешь, границы не нужны, ну, если у тебя сосед адекватный. Снял мандарин с дерева. Попробую сейчас. Я еще никогда не кушал мандарины прямо с деревьев. Первый опыт. Какой он кислющий. Ой. Друзья, наш выпуск и мой день был разделен на две части. Первая часть — это Никосия, Республика Кипр. И вторая часть — это Никосия, непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Я ухожу с территории непризнанной республики, буквально там передо мной чекпоинт, и там будет контроль. Все, ребят, я вышел ну, еще не вышел, я прошел КПП турецкий, но это еще, видите, судя по надписям, турецкая территория. Как вы слышите, может быть, слышите, Муэдзин поет. Вот передо мной, наверное, еще метров 50, и начнется территория, которая под контролем правительства Республики Кипр. Да, вот после вот этого столба, который с левой стороны, да, все. Получается, здесь, ну, несколько метров нейтральной стороны, нейтральной полосы, эти заброшенные дома, которые стоят на линии разграничения, по сути, границы государственной. Вот, когда-то был отель. Это уже территория, как я сказал, Республики Кипр. А в этом отеле находится, ну, судя по информации, которая есть на воротах, United Nations ООН.
Видите, N63A, пост 63. Хотя, слушайте, нет, это еще турецкая сторона. Это еще турецкая сторона. А вот где флаг висит греческий, то сторона кипрская. Смотрите, видите, дом, он стоит на нейтральной территории между сторонами. И вот окна заваленные, заложенные мешками с песком, бойницы. Все это еще осталось. А вот смотрите, как интересно, видите, написано United Nations Exchange Gate. Что они тут интересно обменивали. Вот написано цивильная полиция, все прочее. Дом на продажу стоит. Никто не хочет с кипрской стороны его покупать. Как вы заметили, на стороне Турции. Прямо они все дома вплотную к границе уже жилые и обслуживаемые. Все, ребята, выключаю камеру, подхожу к КПП. Паспортный контроль пройден. Я на территории Кипра. О, слушайте, как интересно. Смотрите, посольство Республики Греция, резиденция посольства Республики Греция. Как интересно и символично, да? Прямо на границе они находятся неожиданно. Это был интересный опыт. Посмотреть, как живут с двух сторон некогда единая страна, но которая разделена уже 52 года. И хочу сказать, что мне понравилось, как вот именно на турецкой стороне они совсем другие. Я ожидал просто, что здесь будет трэш и хаос. Да, вот какая-то пиратская республика. Оказалось, все на самом деле не так. Но чувства разделенные, неоднозначные. Точнее, однозначные, тяжелые чувства. Легко разделить народы, некогда жившие на одной стороне, в одной стране, и потом практически нереально залечить эту рану даже спустя десятилетия. Поэтому миру мир, любви, здоровья, счастья, берегите себя и подписывайтесь на канал. Не могу, как говорится, остановиться. Чувства, эмоции кипят. Вот перешел границу, да, и как-то тут по-другому все. Велосипедные дорожки, инфраструктура другая, ну вот европейская, да. Там кайфово, там как Турция, но не Турция. Турция спокойная Турция, с какой-то с европейским привкусом. Вот. И вот иду опять мимо забора, только уже с другой стороны. Я буквально 10 минут, наверное, 15 минут назад был там, на турецкой стороне. Вот, видите, там домик, как я говорил, кафе, вон там стульчики, столики стоят. А сейчас я уже здесь. Так росчерком пера людей рушатся судьбы жизни, краятся границы стран. Нельзя так.